Шахзаде Джихангир – младший сын султана Сулеймана Великолепного и его законной жены Хюррем Султан. Он родился в декабре 1531 года и с самого детства не представлял никакой опасности ни для отца, ни для братьев, так как имел врожденную патологию горб. Имея такое заболевание, он не мог претендовать на османский престол. В современном мире это заболевание называется кифоз позвоночника. Султан приглашал много врачей, чтобы излечить сына, но в те времена это было невозможно. Есть предположение, что Джихангир в малом возрасте прошел процедуру вытяжения позвоночника. Лечение Джихангиру помогло. Боли на некоторое время его покинули, и он стал интенсивнее расти. Однако полностью избавиться от недуга так и не удалось, и всю жизнь Джихангир страдал от сильных болей в спине. Также сохранилось письмо Хюррем к султану, где она радуется еще одной успешной операции, сделанной на плече ребенка. Из-за своей болезни Джихангир не мог скакать на лошади, заниматься стрельбой и практиковаться в боях на саблях, поэтому мальчик рос физически слабым. Но, несмотря на свою патологию, Джихангир получил точно такое же всестороннее образование, как и его старшие братья. Он увлекался каллиграфией и писал стихи под именем Зарифи, что в переводе с турецкого означает «элегантный». Сулейман очень любил своего младшего сына и с самого детства брал его с собой в поездки и военные походы. В гаремном архиве отмечено, что в 1539 году в возрасте 8 лет Джихангиру и его старшему брату Баязиду провели процедуру обрезания. Это событие совместили со свадьбой Мехримах и Рустема Паши. Гуляния в столице длились около 15 дней. В 1547 году Джихангир и его мать отправились в Манису навестить своего старшего брата Селима и провели там месяц. В 1548 году Джихангир сопровождал отца в иранской военной кампании. В 1549 году Джихангир был назначен на должность санджакбея Алеппо. Это была важная для страны и третья по величине в Османской империи провинция. Этот показательный факт свидетельствует о том, что султан Сулейман доверял младшему сыну и возлагал на него большие надежды. Шахзаде отлично справлялся со своими административными обязанностями. Веренная ему провинция переживала не лучшие времена, будучи значительно потрепанной после столкновений Османской империи с мамлюками. За несколько лет правления Джихангир добился значительных успехов, сосредоточив свои усилия на восстановлении экономики. Принятые им решения способствовали развитию не только самого города Алеппо, но и всего региона. За такой короткий срок он смог заслужить любовь и уважение жителей провинции, которые отзывались о нем как о мудром и грамотном правителе. К моменту переезда в Алеппо у Джихангира уже был свой гарем и как минимум любимая фаворитка. К сожалению, ее имя в истории не сохранилось. Также в некоторых источниках сообщают, что она родила ему сына, но нет на эту тему письменных подтверждений. Джихангир умер 27 ноября 1553 года в возрасте неполных 22 лет. Причина его внезапной кончины до сих пор является загадкой для историков. В основном рассматриваются две версии. Первая. Джихангир умер от нервного срыва после казни его родного брата Мустафы, но это маловероятно. Мустафа уехал в свой санджак, когда Джихангиру было всего 2 года. Они встречались на праздниках и военных походах, но вряд ли были близки. По другой версии, он умер от последствий своей болезни. Постоянные ноющие боли в спине, онемение ног, общая слабость изматывала парня. Есть сведения, что Джихангир употреблял опиум. Это было единственное средство избавиться от боли хоть на некоторое время. После смерти тело Джихангира перевезли в Стамбул и похоронили в мечети Шахзаде рядом со старшим братом Шахзаде Мехметом. В 1559 году по приказу султана Сулеймана в память о его младшем сыне была построена мечеть знаменитым архитектором Синаном. Этот район стал носить название Джихангир. Сейчас это один из самых престижных районов Стамбула. С его вершин открываются прекрасные панорамы на пролив Босфор и залив Золотой Рог. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много всего интересного.